Это что такое? Эй, что происходит-то? Батарейка, что ли, села? Пойду проверю. Стандартная причина остановки часов – это севшая батарейка. Но в данном случае она была недавно заменена и имеет хорошие параметры. После установки в родное гнездо часы начинают работать. Некоторое время. Останавливаются непредсказуемо. В любой момент. Я пробовал устанавливать другие батарейки. Думал, что именно в ней плавающий дефект. Тестировал на протяжении целой недели. Но ситуация повторялась снова и снова. Честно говоря, еще никогда не встречался с таким дефектом. У меня в каждой комнате на стене висят часы, и никогда проблем не было. Можно было бы эти просто выбросить и купить новые. Потому что стоят они 3 рубля кучка. Но тут разыгралось недетское любопытство и решил их разобрать. Сломаю, так сломаю. Не жалко. А если получится починить, получу новый опыт. Да и с вами поделюсь. Рядом была камера. Решил все свои действия заснять и показать вам. Вдруг кому-то будет полезна эта информация. Кстати, такие часы разбираю впервые в жизни. Некоторое время назад опубликовал квадрологию по ремонту фотоаппарата. Квадрология, потому что это сериал из 4 серий с подробным описанием процесса. В 4-й серии решил рассказать интересную историю из своего детства. Если вам будет интересно узнать, почему я с легкостью разбираю и чиню любую технику, посмотрите то видео. Если сейчас, по какой-то невообразимой случайности, этот материал смотрит девушка, хочу дать совет. Не выходите замуж за мужчину с золотыми руками. Потому что у вас никогда не будет ничего нового. Этот стервец починит все старое. Оказывается, эта электронно-механическая шкатулка конструктивно намного проще механических часов. Там гораздо больше шестеренок. В качестве энергии для их вращения используется спиральная пружина. Также есть маятник, при помощи которого настраивается точность хода. Одни наручные часы, еще советского производства, мне удалось настроить так, что их точность составляла полсекунды в месяц. А в далеком детстве самостоятельно настенные часы с кукушкой собирал. В те времена такой конструктор можно было купить в сельпо почти любой деревне. Все шестерни были металлические, надежные. А сейчас вся бытовая техника из пластика делается. Вот на этой плате собрана простенькая схема на таймере. Он находится под кляксой синего цвета. Кварцевый резонатор в стальной трубочке обеспечивает оптимальную точность электронных импульсов для отсчета секунд. Ну а дальше, за счет шестеренок, один оборот секундной стрелки распределяется на минутную и часовую, поворачивая их на строго определенный угол. Питание от батарейки к электрической схеме подведено через металлические пластины с упругими контактами. Невооруженным глазом видно, что они деформировались и не обеспечивают надежный контакт. Если рассмотреть электронную начинку, то можно понять, что вот эти пластины подают напряжение на ламели печатной платы. Этот узел надо как-то доработать.
Вот, кажется, пришла в голову идея. Это литциндрат. Много-много эмалированных проводников в одном жгуте. Самый лучший вариант для гибкого провода между колодкой динамика и диффузором. Так получилось, что прямо сейчас у меня нет под рукой эмалированного намоточного провода, а провода в ПВХ-изоляции слишком толстые. Возьму одну жилку из этого жгута. Думаю, не обеднеет. Вообще задумка с упругими контактами была великолепна, особенно для серийного производства. Вот только исполнение, мягко говоря, не очень. Например, плата на жестком диске компьютера электрически связана с головками и двигателями через пружинные контакты. Работает десятилетиями. А тут ширпотреб одним словом. Но есть возможность чисто для себя любимого значительно повысить надежность изделия. Для серии такой способ не подходит. Там нужно ошибки с контактами исправлять. А вот для единичных экземпляров вполне рабочий вариант. А знаете, почему встречаются ошибки в изделиях? Причин, конечно, много. Но главной является одна из двух. Первое. Грамотный капиталист, ориентированный на потребительский рынок и специально вносящий в конструкцию элементы устаревания. Выпуская слишком надежный товар, предприятие лишает себя регулярного дохода. Вторая – неграмотный конструктор. Ведь конструктором становится не в момент получения диплома, а спустя продолжительное время. После накопления практического опыта. Сначала в изучении и ремонте чужих изделий, в анализе конструкций, применяемых материалов. Выражение «я бы сделал так» нормальным конструкторам не свойственно. В своей каморке можно сделать как угодно, лишь бы работало. А вот на производстве нужно одновременно быть еще и технологом. То есть знать возможности оборудования и сотрудников предприятия. Иначе можно такого понапридумывать, что предприятие никогда не сможет сделать. Много раз в жизни слышал, как один человек говорит другому: «Не разбираешься? Не лезь». А вот скажите, пожалуйста, как можно разобраться, не разбирая? Ведь причину поломки можно найти только после вскрытия, только после полного анализа, как это сделано, как должно работать и почему не работает. Если конкретная вещь имеет для вас большую ценность, то лучше действительно обратиться к опытному специалисту. Потому что он в свое время уже разобрал достаточное количество подобных изделий и имеет представление о содержимом корпуса. Собрать, конечно, смог не все. Но в этом и заключается опыт. Практика, практика и еще раз практика. Поэтому, если ваш ребенок проявляет любопытство к внутреннему устройству изделий, не бейте ему по рукам, произнося обидные фразы. Лучше не теряйте время. Дайте ему что-то не особо ценное и позвольте разобрать. Или вместе что-то отремонтируйте. Людей, умеющих с умным лицом бессмысленно и беспощадно тыкать пальцем в тачскрин, развелось немало. А вот понимающих, как этот тачскрин работает и почему бесова коробочка разговаривает знакомыми голосами, мало. Не стоит воспринимать сказанное буквально и сразу отдать на разбор такое сложное техническое устройство, как смартфон. Лучше начать с чего-то простого. Например, с ручной мясорубки. Ее вообще крайне сложно сломать. Кстати, про нее на канале тоже есть видео. Или с вот таких часов, состоящих из 7 пластиковых шестеренок. Если тоже решите припаять подобные проводки, то при сборке следите, чтобы они не соприкасались с шестеренками. Это может привести либо к обрыву, либо к остановке механизма из-за закусывания. Есть еще два варианта ремонта. Самый простой – восстановить геометрию лепестков металлических пластин, просто подогнув их вверх. Контакт будет по-прежнему ненадежный, но во всяком случае он появится на какое-то время.
второй вариант – припаять контакты непосредственно к ламелям. Тут пригодится некоторая ловкость. Мало того, что контакт должен быть припаян точно к следу от прикосновения, так еще и прежний угол необходимо выдержать. Изюминкой на торте будет сборка. Нужно одновременно несколько деталей вставить на свои места так, чтобы не оторвались ламели. В настоящий момент мне больше всего интересно, не оторвал ли я проводки. Нет, все обошлось. Механизм заработал. Механизм, отсчитывающий земное время. Часы, минуты и секунды нашей жизни. Маленькое устройство, помогающее синхронизировать действия общества. Вовремя приходить на работу, не пропускать любимую передачу и не опаздывать на свидание. Один человек в детстве был очень дружен со стариком-соседом. Но время шло, появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими. Однажды он узнал, что сосед умер, и неожиданно вспомнил. Старик многому научил его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив свою вину, он приехал на похороны. Вечером после погребения мужчина зашел в опустевший дом покойного. Все было так, как и много лет назад. Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что ее забрал кто-то из немногочисленных родственников, мужчина покинул дом. Однако через 2 недели он получил посылку. Внутри лежала та самая золотая коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой. «Спасибо за время, что проводил со мной». И он понял, самым ценным для старика было время, проведенное со своим маленьким другом. С тех пор мужчина старался как можно больше времени уделять близким людям. Время проходит. Вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать, и все обиднее за то, чего не успел.